Собственно, прежде чем начнем просмотр, скажу, что подписывайтесь на мой телеграм, бусти, где выходит эксклюзивный контент, ну и на стримерский канал, где проходят стримы, а также на другие каналы, закрепленные в комментарии. Начинаем. Всем типичный здоров. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему скибиди туалеты это не кринж. Собственно, давайте начнем. Очень многие люди считают, что скибиди туалеты это прям очень кринжовый, какой-то неправильный сериал, вредный даже, и сериал, которого не должно быть. Однако проблема этих людей, которые считают, что скибиди туалеты это плохой сериал, в том, что они либо запредельные ЧСВ, либо невероятные лицемеры. Конкретнее говоря, как таковую толковую аргументацию они привести не могут. И частенько я слышал аргумент по типу: ну это же унитазы, зачем мне, смотреть на туалеты и голова из них выходит, ну это же лютейшая дичь, это же бред, это вообще, это просто брехня, фу. Но знаете, сама вот эта вот ситуация, вот эта вот предъява, это равносильно тому, чтобы предъявлять мультикам за их мультяшность, аниме за то, что глаза большие у персонажей, а фильмам за то, что в них нет никакого реализма, и они, допустим, научная фантастика, фэнтези, магия и так далее. Типа, ты предъявляешь произведению за то, что у него есть своя вселенная по факту. То есть, предъява произведению за то, что ему характерно. В чем смысл? То есть, это чисто субъективная позиция, на которую право, конечно, человек имеет, но эта позиция с объективной точки зрения максимально тупая и бессмысленная, потому что обоснована она на чистых принципах, общественном мнении и мнимых нормах, которых по факту даже и нет. Ну, то есть это чисто принцип человека, который ничем толковым не обоснован. Никаких фактов, доказательств и так далее. Просто чисто, ну, я так верю, я так вижу. Причем в подавляющем большинстве такие люди даже не вникали в сам скибиди сериал. Они его даже не смотрели. И все, что они видели, это вот эта вот легендарнейшая картинка. И никто не вдается в подробности того, что эта картинка к нынешним реалиям вообще никакого отношения не имеет, потому что она была сделана в шуточный момент, когда это все еще было шуткой. То есть все понимание этих людей по поводу скибиди сериала сводится лишь к тому, что в названии есть слово туалет. И все. Ну, вот это буквально все знания, которые есть. Ну, плюс еще парочку новостей из телевизора. Российские новости. Да-да. И знание парочки видосиков, которые абсолютно не связаны с этим. Ну, типа детского контента. Которые к оригиналу вообще никакого отношения не имеют. Ну, из-за названия про туалет у них там, ну и вот этих вот примеров взятых, у них примерное отношение к скибиди такое, примерные мысли о нем. Ну это все, это клиника, это деградация детей, это деградация человечества, такого быть не должно, это бред, это смотрят дети и никто кроме детей, и вообще это мусор по сравнению с тем, что смотрю я. Ну а теперь, собственно, давайте я разнесу все эти псевдоаргументы и уравняю их с землей. По поводу присутствия туалета в названии. Ну да, согласен, довольно мерзкая тема на самом деле, но только до того момента, пока вы не вникнете в суть. Потому что само название под собой подразумевает не туалетную тематику. Туалет в названии не главное. Туалет это скорее как враг. Главное скибиди, вот эта вот мемность, нереальность происходящего. Но знаете, прикол в том, что даже если не защищать название скибиди, давайте возьмем русские сериалы, просто какие-нибудь аниме, фильмы, не знаю, там просто сериалы иностранные. У большинства даже, нормального названия нет, а может и вовсе нет названия. Тупо идет нумерация серий, все. Почему вот это вдруг стало нормой, стало хорошо, окей, без вопросов, а скибиди туалет это плохое название? Изначально вообще название скибиди туалет возникло из мема, ну то есть мем скибиди туалет, скибиди типа популярная, да, мемная очень популярность, там нынешние тренды, а туалет это намек на то, что эти тренды, ну в общем-то такие себе, но в итоге скибиди туалет сам стал трендом, что иронично, и перерос в нечто большее, но первые версии запомнили именно по скибиди туалету, и сейчас по названию скибиди туалет запоминают, поэтому, понимаете, название является некоторой ловушкой сериала, то есть он не может от него уйти, потому что это заберет значительную часть аудитории, и при этом все помнят его именно под скибиди названием, поэтому выбора как такового нет, менять не получится, но изначально была заделка именно на мемность и тренды, и их высмеивание, но переросло все в большее гораздо, и с точки зрения продвижения менять уже ничего не имеет смысла. А вот в большинстве своем названия сериалов, аниме, фильмов, русских сериалов, прости господи и так далее, шоу, кстати, тоже, да, их названия по большей части вообще никакого смысла в себе не несут. И часто существует, ну, чисто фиг пойми ради чего. Ну, чисто чтобы было и все. Само оно ничего не объясняет, ничего не передает, смысла в себе не имеет, чисто так красивое слово ради того, чтобы запомнили, все. А иногда названий и вовсе нет. Ну, допустим, взять аниме.
аниме. Часто в аниме практикуют названия, которые чисто описывают, что в аниме будет происходить. Ну, то есть, я там 1000 лет убиваю кого-то там и становлюсь имбой. Ну, зашибись, офигенное название, спасибо. Теперь все понятно стало, ну, буквально как бы, да, понятно, но это ведь тоже не название, это просто объяснение того, что есть в аниме. Все, типа, что? А где название? Про шоу какие-нибудь я вообще молчу. Названия у них там такие, что просто даже узнавать не хочется. Ну, опять же, нумерация серии, опять же, в этих шоу-серийниках, где даже не парятся с названиями и тупо нумерацию вставляют. Ну, типа, фу, и так и хватит. В принципе, в Скибиди точно так же, но речь вся идет не о том, что Скибиди такое же, а о том, что смысла придираться к названию вообще никакого нет. Потому что 95% всего, что создается, и не имеет нормального названия. На что можно ориентироваться, с чем можно сравнить с адекватным, если все подряд так и называется, что никак. И вся суть не в названии заключена, а в том, что внутри содержится сериала, фильма и так далее. Аниме, неважно. В том числе и Скибиди. Со Скибиди работает точно так же и никак иначе. Но многие люди Скибиди воспринимают только по названию, несмотря что внутри, не разворачивая, как говорится, обвертку. Хотя вся суть со всеми произведениями именно в этом. Посмотреть, что внутри. А название лишь позволит это хорошо запомнить. В Скибиди хорошо запомнились. Поэтому придираться к туалетам в названии, но это последнее, что нужно делать. Это не имеет никакого смысла. По поводу деградации и отупления, так сказать. Когда мы смотрим, мы тупеем. Во-первых, назовите мне хоть один развлекательный сериал, фильм, аниме, шоу, которые не приводят к деградации. Понимаете ли? Развлекательный контент на то и развлекательный, чтобы развлекать. Нифига! Из чего вдруг развлекательный контент должен способствовать образованию? Понимаете, вся дегродность контента основана на том, что человек тратит на него дофигища времени. В частности, это хорошо можно сказать про какие-нибудь сериалы, опять же, русские те же, или не русские, типа One Piece, да, аниме. 2000 серий, или сколько там серий, по 20 минут каждая. И ведь кто-то нашелся, кто это все пересмотрел. Больной наглухо человек. И к деградации ведет трата времени прежде всего на это все, а не просто просмотр как таковой. И по поводу траты времени, Скибиди ваше время почти не потратят, потому что суммарно они, ну, не сильно больше 2 часов занимают. Все серии, все 76, сколько сейчас вышло на момент выхода видоса. Все, всего лишь 2 часа. Это не как в некоторые русские сериалы, там, допустим, 5 сезонов, 15 серий, каждая серия по 40 минут. И кто-то воспринимает это нормой. Это типа мало. Это не трата времени. Это, ну так, на один зубок чисто и все. Че, клоуны, что ли? Вы головой думаете, вообще не умеете? Получается, по их словам, любое, все, что развлекает, равносильно деградации. Ну, я, в принципе, с этим не спорю, но только на себя-то посмотрите, а что вы-то смотрите? И Скибиди тут явно не рекордсмен по деградации, даже наоборот. А время, я напоминаю, самый важный ресурс человека, в принципе, который у него есть. И люди, которые его недооценивают, почему-то придираются к Скибиди, при этом сами смотрят какие-нибудь русские сериальчики по телевизору. Или аниме. Это разве не лицемерие? Когда Скибиди во всем виноваты, но другие сериалы почему-то не виноваты. Хотя Скибиди в сравнении с другими вообще ваше время не жрет и экономит, и бережет его больше вас самих же. Потому что, чтобы понять все, что происходит, и увидеть невероятно большое количество происходящих действий, вам много времени не понадобится. В отличие от, допустим, того же One Piece. А во-вторых, второй аргумент в пользу Скибиди. Раз Скибиди приводят к отуплению, так тогда какого черта есть целые каналы разборщиков с сотнями тысяч подписчиков, а у некоторых уже и миллион или полмиллиона. И их видео сейчас набирают немалые просмотры. То есть сериал получается настолько дегродный и отупляющий, что чтобы его понять, порой приходится по несколько раз пересматривать его же самого и еще чужое мнение и разборы слушать, чтобы понять, что в нем происходит. И вникнуть, что говорится в сюжете, о чем вообще речь. Так если он настолько дегродный, то, насколько я знаю, у каких-нибудь Мстителей финал, вселенной Мстителей или что там еще какие вселенные есть. Или, допустим, у того же One Piece нет каналов разборщиков на миллионную аудиторию. То есть, получается, они еще дегроднее, чем Скибиди туалеты, потому что по ним даже не нужно делать разборы, чтобы понять, что показывается в этих произведениях. А по Скибиди, который является даже интернет-сериалом, а не ТВ в полной мере, нужно делать целые разборы, чтобы его понять. В таком случае дегродным как раз не Скибиди себя показывает, в котором много отсылок, теорий, сюжетных поворотов
поворотов, намеков и так далее, которые нужно разбирать. А все остальное, 95% всего, что показывается, это дегроднее, чем те же Скибиди. Ну так и получается. Ведь чтобы понять какой-то тупой сериал, какое-то аниме или фильм, человеку не нужно смотреть на него разбор, в отличие от Скибиди, чтобы банально просто понять, а что вообще происходит. Потому что там для таких гениев мысли все уже разжевали, положили в ротик и за них же им челюсть подвигали, чтобы переживать было легче, силу не тратили. И получается, эти произведения изначально сделаны для конченых дебилов, которые не хотят разбираться, им достаточно того, что за них все объяснят и сделают. А может, это сделано потому, что у зрителей всего вот этого вот просто не хватит мозгов даже найти разбор? Ну типа они настолько тупые, что даже не в состоянии 2 кнопочки нажать? Возможно, так и получается, кто знает. Еще в пользу того, что Скибиди вообще не дегродный контент, посмотрите на многие комментарии под видео разборщиков, неразборщиков, просто под Скибиди. Это что, дети пишут, что ли, по-вашему? Это 5-летние дети пишут обоснованные мысли без единой грамматической ошибки на 2 страницы, как целое сочинение, чтобы выразить свое недовольство или восхищение видосом, Скибиди, или выдвинуть свои теории и доказать их. Спорят и соглашаются с разборщиками, предлагают свои мысли тоже дети, я так понимаю. Вообще, знаете, по поводу того, что Скибиди создано для детей, просто вот посмотрите на аудиторию, которую показывает мне YouTube. Это данные на 400 тысяч просмотров. Где вы тут, собственно, увидели детей? Вот что-то я это не пойму. 8,8% только это дети. И то эти дети не малолетки какие-то, а как минимум уже подростки, которые, ну, думать-то умеют явно. Или что, от 18 до 24 это малолетние дебилы? Или что, 25-34 это малолетние дегроды? А 35-44 это вообще конченые детсадовцы, что ли? А люди после 45 это так чисто только молодость свою прошли, что ли? Их, между прочим, более чем 10%. И это только по моим данным. На самом деле этого еще больше, потому что аудитория, ну, у тех же разборщиков невероятно огромна. А про сам Скибиди я вообще молчу. То есть люди, которые пишут такую ересь, они в упор не понимают одну такую вещь. По Скибиди есть целая отдельная категория детского контента. Вот там лютейшая дичь, которую ни один человек в здравом уме смотреть не будет. Но вот только этот контент никакого отношения к оригиналу не имеет. Единственное отношение — это персонажи Скибиди. Все. И то, насколько я знаю, Дафак с этим в определенное время боролся, даже банил их за авторское право. Какое это отношение имеет к оригиналу? Собственно, про детский контент, если что, я снимал отдельное видео, насколько это дно фандома на самом деле. И это дно фандома, которое отношение к нормальному фандому и к нормальному сериалу оригинальному никакого не имеет. Ну, можете посмотреть видос, он вот там вот где-то в углу появится. И еще эти клоуны, говоря то, что этот сериал для детей, не понимают одну такую, ну, очень маленькую микроскопическую вещь. Ну, такой нюансик, знаете, количество просмотров. Разве у негодного контента может быть настолько дофига стабильных, огромных просмотров на всех сериях? Понимаете ли, если изучать психологию детей, то дети — это крайне и крайне неустойчивая аудитория, которая представляет из себя тех, кому интересен только яркая картиночка и быстро сменяющиеся кадры. Но вот только в Скибиди-то не так. Нет там такого. Нет там яркой картинки, нет там быстро сменяющихся кадров. Все происходит планомерно и завязано прежде всего на сюжете, на атмосфере. А атмосфера там не яркая, красочная, вау, жесть для детей, а темная, сосредоточенная на негативе, я бы сказал. Иногда эта атмосфера даже в каком-то роде пугающая и страшная становится. И никакого детского удержания внимания там и подавно нет. Все основное внимание сосредоточено на сюжете, ну и на более утяжеленной атмосфере. Ведь сами подумайте, удержать детей практически невозможно надолго. Они посмотрели и ушли, забыли. А вот хороший сюжет, интересная атмосфера и бои, которые имеют смысл, могут удержать взрослую аудиторию. И они ее удерживают очень успешно, судя по стабильным просмотрам. И изначально Скибиди, может, и были сделаны как мем для детей, хотя мемы делаются, опять же, не для детей, а для тех, кто их понимает. А дети, малолетние как минимум, не в состоянии понять эти мемы. То есть даже изначально, еще до того, как это стало серьезным сериалом, он уже был сделан не для детей. А когда пришла популярность, дети притянулись к ней, к популярности. Изначально популярность пришла от начальной аудитории Дафака, а она явно не была детьми. Получается, это дети подтянулись к этому контенту на основе его популярности. Они взрослые пришли, потому что его смотрит много детей. То есть проблема абсолютного большинства тех, кто сейчас критикует
критикуют Skibidi, при этом несмотря его, в том, что они невероятные лицемеры, ЧСВ и просто клоуны, наверное, я не знаю, которые в своем глазу бревнища не замечают, но зато видят маленький прутик в виде Skibidi и пытаются его критиковать, не зная, что в нем находится, и даже не пытаясь это изучить нормально. И при этом сами же смотрят, ну вот настоящий, реально кал, который считают при этом шедевром или нормой. Это в корне не так. Уважаемые колоеды, вы для начала хотя бы в своей голове-то разберитесь, прежде чем пытаться похайпить на теме Skibidi, что-то их там похейтить. Ну в новостях же так сказали, ну вот и похейтим. Это же мнение большинства. Или там, не знаю, дискутировать за столиком. Диванные эксперты дискутируют, когда там бухают алкашку свою, такие: вот, нынешняя молодежь, Skibidi какие-то смотрят, туалет. А сами-то что вы делаете? Паразитируете на популярности, чисто находя тему для разговора или даже создавая целые видео, чтобы похейтить. С новостей я вообще угорнул, какую они там ересь несут. Лишь бы выставить Skibidi неправильными. Но показывают при этом кадры рандомные, абсолютно не имеющие отношения к сюжету. Или имеющие, но только сами не называют этот сюжет. Ну то есть, блин, там сюжет есть, но мы про него промолчим, чтобы нам поверили. Мы же новости все-таки показываем. И при этом никаких весомых доказательств, пруфов и наглядных примеров они не дают. Тем самым показывая себя теми, у кого просто невероятный уровень лицемерия и колоедства. Вообще, стоит сказать один момент, что сильная репутация Skibidi просела не из-за самого сериала Skibidi оригинального, а из-за того, сколько по нему делается детского контента. Но, во-первых, это делается по всем фандомам, а во-вторых, опять же, это отношение к оригиналу никакого не имеет. Это вот этот вот контент детский-то. Skibidi туалет в реальной жизни. Или спикер Титан родил. То есть вся вот эта дегродность и детский контент вытекает из того, что какие-то сверхинтеллектуалы использовали Skibidi как популярную тему, чтобы по нему сделать детский контент и за счет него нахайпиться, при этом портя ему же репутацию. И поэтому мамочка за 30, не изучив, что такое Skibidi, идет и подает на него в суд, потому что ее дитятко смотрело это, и там такую ересь показывали, там туалеты показывали, и ничего, что это даже никакого отношения к оригиналу не имеет. К таким вот индивидуумам возникает вопрос: а сфига ли ты решила, что 90% всего, что есть на ютубе детского контента, является полезным для ребенка, а не вредным для него? Про это мы, конечно же, благополучно умолчим, потому что нам нужно похайпиться на Skibidi, поднять эту тему, потому что она популярная, и потому что, ну, разбираться-то лень, да, ну, мозги лучше отключить и сделать что-нибудь, чтобы привлечь внимание. Я даже не знаю, для чего это делается. В Skibidi есть сюжет, в Skibidi есть атмосфера, в Skibidi есть оригинальные персонажи, в Skibidi есть интересные персонажи, которых раскрывать одно удовольствие, потому что они гораздо глубже, чем кажется. При этом то, что происходило в начале, имеет отношение к тому, что происходит сейчас в сериале, то есть прошлое всегда следует за будущим, но оставляет свое влияние на будущее. И так со всеми персонажами работает. Кто-то тупой, кто-то умный, кто-то не шарит за что-то, кто-то за что-то шарит, вместе это все объединяется в хороший сериал, самый обычный хороший сериал, которому повезло стать популярным, и из-за этого его теперь гасят просто потому, что он популярен. Хотя в тему так никто и не влез, и никто так и не изучил из тех, кто критикует. А те, кто критикуют, ну, я так посмотрел, разборы некоторые, они критикуют не сам Skibidi туалет сериал, потому что сериал оригинальный, хорош, а детский контент всех тех сверхинтеллектов-креаторов, которые наживаются на этих Skibidi. Вот их, да, можно критиковать, но не само Skibidi. По крайней мере, без нормальных доказательств и объективного подхода, которого в таких вот видосах по типу российских новостей как-то не наблюдается, честно говоря. К чему я это говорю? Сначала смотрим и разбираемся, а потом уже говорим свое мнение, критикуем и делаем выводы. Если вы не хотите смотреть, потому что у вас запредельное ЧСВ, или вы еще не осознаете, насколько вы уважаемый колоед, то лучше замолчите в тряпочку и ничего не говорите, выражая свое бесполезное и лживое при этом мнение, которое любой знающий человек может разнести в два счета, любой факт просто уравнять с землей, потому что как таковых фактов против Skibidi, ну, их нет. И вся эта заминка происходит лишь на одной популярности. И только за счет нее. Так что не будьте такими же уважаемыми колоедами и лицемерами и думайте своей головой, а не чужой. Всем типикал, пока. Пошел я нахер.